Представители знака зодиака Лев. Мои дорогие львы и львицы, здравствуйте. Таро прогноз, таро расклад. Что вам по судьбе? Неожиданности до конца года. Неожиданности и сюрпризы, мои дорогие львы. Вот давайте узнаем, что важно знать, что важно успеть, может быть, изменить. В целом этот период, идеальный период, со всеми договориться. Или если были какие-то, условно, конфронтация, или не получилось у нас даже вот тоже и нейтралитет с кем-то установить. В этот период люди, как будто и мы сами, более лояльны. Не хочется какую-то свою ситуацию педалировать. И значит, тогда больше возможностей даже решить какие-то сложные вопросы. Может быть, как раз установить, какие-то добрососедские, если даже мы не достигли взаимопонимания полностью, но с теми людьми, с которыми нас еще столкнет судьба. Мы не можем исключить руководителей, коллег, соседей. Нам приходится с ними общаться. И поэтому где-то худой мир лучше доброй ссоры. Как будто нам никто не должен помешать, а ведь все решают люди. На последующий 2024 год осуществлению наших планов. Но в целом-то больше, конечно, личная жизнь, мои дорогие львы и львицы. Но это так, планетарно. Давайте мы узнаем, каковы же неожиданности или что вам по судьбе. Это такой необычный формат для моего канала, поэтому я буду благодарна вашим комментариям. И вообще спасибо вам огромное. Я с удовольствием читаю, как вы откликаетесь на мои видео, на мои публикации. Стараюсь отвечать, правда, не всегда получается. Но поверьте, это мое вдохновение, ваши отклики. Итак, давайте мы с вами узнаем, что же вам по судьбе. Как видят карты в уходящие период. Месяцы, 1 месяц 2023 года. Что для вас будет означать этот период, или что важно знать, или что будет в приоритете? Неожиданности, с которыми вы можете столкнуться. Сюрпризы. Это то, что нас радует, вдохновляет. Ваши действия. Достанем такую карту. Каков результат? Узнаем. И совет от карт. Что же для вас будет важным? 7 мечей. Знаете, вот прямо скажем, не совсем тут про любовь, но у кого-то может проиграться какая-то и личная ситуация, когда я не верю. 7 мечей, помимо значения карта вора, ее так называют, хотя нигде не прописано, но тем не менее раз говорят, на всякий случай будьте внимательны, как к паролям аккаунтов, не переходите по непонятным ссылкам. Может быть, для кого-то важно услышать, чтобы не расслабиться просто, мои дорогие, правда? Ведь мошенники, фишинг как раз в преддверии праздников и в течение праздников наиболее активно проигрываются. Почему? Потому что люди расслаблены, они не держат на пике внимания, своего концентрации внимания, те вопросы, которые, может быть, в обычный день они бы, где-то контролировали. Мы расслабляемся, правда. И вот в этот момент, могут быть, значит, какие-то неприятные неожиданности, но ведь это то, что мы можем просчитать. Карта хитрости, где-то карта изворотливости. И поэтому в целом, если мы будем более внимательны, как к самому себе, не подвергать себя риску и понимать, что люди нас окружают разные, мы можем как будто что-то просчитать. Эта карта, давайте, вот не совсем понятно, что же она означает. Я достану дополнительно, чего же это может касаться. Не такая крупная карта. И всегда как недостаток чего-либо или воздействие на нас, да. Вот, может быть, конкретный человек будет пытаться, или вам так может казаться, что он имеет свой план, и я не хочу, чтобы мною манипулировали. Вот этот момент у кого-то и так может быть. Хорошо, чего же это касается? 7 мечей. Ну нет, тут бы я сказала по-другому. Старший аркан колесо фортуны нам просто говорят, держи ухо востро. Скучать будет некогда. Какие-то
Вообще, это больше карта именно в этой колоде удачи, успеха. Может быть, что-то не прошляпит для кого-то. А для кого-то, вот если мы говорим значение вора, чтобы как не прошляпить удачу, возможности, как получение денег, не потратить, может быть, на чьи-то уговоры, почему нет, и так тоже бывает, но и не упустить для себя каких-то бонусов на последующий период. Держать руку на пульсе, правда. Когда выпадает колесо фортуны, чего-то мы не можем изменить. И надеемся мы сами на себя. Как будто с колесом фортуны важно откликаться на то, что приходит в жизнь, и чего-то не оставлять на паузу, а разобраться, может быть, с чем-то в моменте здесь и сейчас. Может быть, это как возможности, но это ведь может быть не одна какая-то, как новость, предложение или какое-то событие. Их может быть несколько. Части вы можете отказаться, но что-то для вас будет определенно иметь плюс. Вообще быть рациональным человеком. Как ни странно, не совсем про праздник. Давайте я посмотрю, что же это за колесо фортуны. Может быть, нам пояснят. Ух ты! У вас что-то меняется, мои дорогие львы, львицы. Вы можете кардинально что-то изменить. Вам где-то не проблагодушествовать важно. Посмотрите, семерка мечей. Вы правда можете думать, я никому не верю. И пойти вот в такую, знаете, внутреннюю конфронтацию я ничего не хочу. Или вспоминать какую-то обиду, кстати. И может зародиться такое желание, что хочется быстрее поставить точку, нежели устанавливать какие-то отношения. В принципе, и тем самым вы как будто можете что-то упустить. Вы посмотрите, колесо фортуны. К чему идет? Карта императрицы. Для мужчин, например, да, это может означать важная женщина в вашей жизни. И когда есть возможность, ну, какую-то ситуацию изменить, может быть. Но изменить более хитро вам придется манипулировать. Где-то ведь карта императрицы тоже отчасти, хоть, понятно, это не великий манипулятор, как карта мага или карта силы, но императрица – это карта власти, когда все под контролем и так, как вы хотите, но власти доброй. А если добрый, значит где-то, ну, мы так склонны договариваться, нежели настаивать до последнего какого-то уже прямо иступления на своем. Вот настойчивость в данном случае, когда пытаемся продавить что-то свое, нам точно не поможет. Лояльное отношение к миру здесь изменить качество жизни, изменить материальную составляющую, изменить вообще, знаете, вот когда моя жизнь начинает быть счастливой. Или какая-то самореализация по карте императрицы, это тоже проходит. Для кого-то беременность может пройти. Правда, мои дорогие девочки? Это вы сами можете изменить свой статус. У кого-то это через работу, получение новой должности. Делайте все аккуратно. Делайте, слушайте интуицию, безусловно. И просчитывайте все до мелочей. Конфронтации быть не должно. А манипуляции все-таки предполагаются на повестке дня, на повестке месяца. И с последующим заделом на 2024 год для всех вас, мои дорогие львы и львицы, какая-то квинтэссенция, которая, ну вот именно будет актуальна где-то конец ноября, декабрь. Давайте посмотрим. Неожиданности очень интересно. И для этого нам нужно всего-то заниматься собой. Может быть, личной жизнью. Другого тут по этой карте нет. Если собой, это мы говорим наши планы, творческие планы. Может быть, вы что-то креативите или создаете. Или есть ваш вообще план, который должен быть тоже приведен в действие. Но пока еще не в декабре. Это карта девятка жезлов великой мощи. То есть у нас как будто физических сил хватит на все. Но включаемся в вопросы, которые только интересны нам. Если первый момент нам что-то угрожает, вот она, пожалуйста, семерка мечей, прошляпить мы не должны. И точно так же мы не должны упустить для себя каких-то бонусов или чего-то доброго, светлого. Дважды то, что будет у вас как минимум в декабре, а может быть и не дважды, может быть и многократно по колесу фортуны. Тут пространство Вселенной для вас будет пытаться что-то изменить. И как с этим взаимодействовать? С одной стороны. С другой стороны, не поставить себя в какой-то режим многозадачности, когда вы не увидите эти возможности.
на какой-то автоматизм соскользнете. А тут будет важно, возможности иногда ведь приходят к нам, ну, даже нелепо или не так, как мы их ждем. Вот что-то не прошляпить определенно для вас будет иметь значение. Быть наготове, я бы сказала. Вас не должно ничто застать врасплох. Не расслабишься, мои дорогие львы и львицы. Сюрпризы. Паш кубков. Знаете, у кого-то это могут быть, конечно, Паш все-таки, да, какие-то добрые события, связанные с детьми, пусть подросшими детьми, но могут быть еще и, знаете, как прелюдия какой-то самореализации, безусловно. По этой карте подарки, хорошее настроение, личная ваша жизнь в сюрпризах, что-то будет вас вдохновлять, радовать. И правда, вот все то, что я говорила, идет как в сюрпризах. Тут у вас что-то не пропустить для себя очень существенного и счастливого в декабре месяце. Не уйти в какую-то глухую самооборону и не увидеть счастье собственного. Вот так. Не увидеть каких-то новых возможностей. У кого-то и в личной жизни, все-таки повторяюсь, кубки есть и карта императрицы есть. А у кого-то это будет касаться, может быть, и смены работы, смены статуса по работе. Или когда вы примите окончательное решение, если вы на двух работах, что я буду теперь заниматься своим творчеством, своим ремеслом, себя как-то развивать или свою экспертность. Может быть, вы пойдете куда-то учиться или примите решение об обучении. Такое может быть по пажу кубков, когда, знаете, как будто и Вселенная помогает, а с другой стороны, это вам этим нравится, вам всегда хотелось, но вы себя, может быть, все время оставляли на потом, на какой-то период, что это вот сейчас есть более важные дела, а вот потом я как раз займусь тем, что меня или вдохновляет, или чем бы моя душа просила всегда заняться. А тут вы скажете, хватит наступать на горло собственной песни. Вот теперь я как раз этим и займусь. Но, знаете, хорошее настроение в декабре, мои дорогие. И, ну, все равно что-то доброе, светлое. В целом даже, вот если мы говорим про непреодолимые события, вот они как будто у вас счастливые будут в декабре. Давайте мы посмотрим ваши действия. Еще одна семерка. Правда, семерка. Семерка жезлов– это карта соревнования, и опять же, на нас пытаются воздействовать, нас пытаются, ну, приобщить к какому-то делу или склонить к своей позиции, точке зрения. И карта говорит, советует даже, не включайся в какие-то дела, которые больше интересны людям. Видимо, что-то очень серьезно существенное лично для вас будет конец ноября, декабрь. И это не надо пропустить, потому что вы как будто, это знаете, как словно к вам Вселенная вам преподает или преподносит какие-то возможности, а вы как будто заняты другим делом, которое интересно кому-то, или вы кому-то что-то пообещали, или какая-то вот по какой-то причине вы не видите, может быть, в силу занятости или в силу усталости, мои дорогие. Такое тоже может быть. Нас может обесточить, словно вот этот режим многозадачности, причем который больше имеет чужой интерес, нежели ваш. Да, карта говорит, что если нужно отстаивать свои позиции, у нас хватит сил. Но все же, семерка, она всегда говорит, отступи сначала полшага назад. А если уже и прикладывать усилия в укреплении своих позиций, то только наверняка в том, что ты как будто просчитал на несколько ходов вперед. И ты знаешь, что это твоя задача, тема или твое какое-то решение, вот как по карте императрицы, а не чье-то желание или чьи-то планы, которые ты воплощаешь. Понимаете, вот с этим будьте аккуратны. Вот две семерки где-то говорят об этом. И ваши действия как будто действительно мы можем что-то сделать на автоматизме или как прежде, а тут совсем другие возможности и в других энергиях как будто к вам могут прийти. Давайте посмотрим, и каков же результат. Вам, может быть, придется делать выбор очень важный, или приходит какая-то новость, предложение, или вы можете с чем-то определиться. Туз жезлов, опять же, это возможности. Какой-то счастливый случай. И, видимо, определяться вам как будто придется. И знаете,
я могу, по крайней мере, для части из вас сказать, что не получится как будто сидеть на двух стульях одновременно. Даже если прежде была такая тактика ваша, может быть, это обусловлено было необходимостью какой-то, а вот здесь что-то одно должно быть. И тогда, вот, пожалуйста, все меняется в вашей жизни. Но ведь на это нужно решиться. Давайте мы посмотрим совет от карт. У кого-то как раз король Пентаклей будет означать, ну, ваш близкий человек или какая-то ваша личная история, которая больше, знаете, надежности, уверенности, решения материальных вопросов, решения вопросов с недвижимостью, особенно, наверное, для тех, кто в паре. И неважно, вы семейный человек или вы просто вместе проживаете и вместе строите планы на будущее. Для кого-то из вас может быть как раз, когда вы решите оформить де юре ваши отношения. Или по этой карте, карта совет, все-таки это еще и карта людей самодостаточных. Поэтому для кого-то из вас, правда, будет какое-то ваше новое ремесло, занятие, работа, хобби или построение карьеры, когда мы надеемся сами на себя, но когда есть прогресс, именно потому что, ну, так, розовые очки у нас никогда не одевает король Пентаклей, он как раз понимает, что обстоятельства будут все время меняться вокруг него, он к этому готов, и поэтому его очень сложно выбить словно из колеи. Он ко всему, в принципе, скорее будет лояльно относиться, и любую какую-то сложность он нейтрализует, чтобы какой-то его план не потерпел фиаско. Поэтому он и удачлив, поэтому есть и деньги, поэтому вообще карта уверенности и самодостаточности, как я сказала. Для кого-то еще из вас это может быть конкретный человек или помощь человека, который рожден, или предложение такого человека, так вот, который рожден под знаком зодиака стихии Земли, Телец, Дева, Козерог, или имеет там асцендент, а может быть, он там имеет, как по Луне, да, вот в этом знаке такие энергии, или сам по себе тот человек, на которого можно положиться, или вы будете, опять же, какую-то свою мысль, которая зародилась у нас еще ментально, может быть, прежний период, воплощать в жизнь. Карта говорит, если про совет, то у нас должно быть все, у вас, мои дорогие львы и львицы, все должно быть под контролем. Вот все то, что я перечислила по королю Пентаклей. Правда, что-то очень важное стоит на повестке этих месяцев. Перекладывайте на себя, мои дорогие львы и львицы, и будьте счастливы и любимы всегда.